Всем привет! Интересная тема для меня, когда узнал, в шоке был. Haval Dargo в России. Думал я, знал, что дороже будет, чем в Украине, чем в Китае. Думал я, что стоимость его будет около 50, пускай 60 тысяч долларов. И то, как бы не укладывалось в голове, почему. Но когда я узнал, что его стоимость в России 80 тысяч долларов, я под впечатлением. А почему так? Не задавали вы такой себе вопрос? Многие обозревают это авто сейчас в России, и видеоблогеры ищут какие-то вопросы, там проблемы какие-то. Первая проблема — это его цена. И все, дальше видео не нужно снимать. Остановитесь! Все люди могут найти в интернете, фотографии, снимки какие-то, китайские видеообзоры. Китайцы давно уже показывают, этот автомобиль давно уже в Китае есть. Сразу говорите, что он стоит 80 тысяч долларов, и все. Человеку дальше, мне кажется, будет неинтересно. Вот я просто в шоке, если честно. И смешно, и как-то не доходит, не укладывается в голове. Почему сразу не мог понять, сколько он будет стоить, пока не посмотрел один обзор? Потому что вот этот курс ваш там, то доллар укрепился, то не укрепился, то рубль укрепился, то не укрепился. Вообще непонятно. Как по мне, я не отслеживаю это, мне не интересно вообще. 3,8 человек назвал цену, 4 миллиона рублей стоит Haval вот в этой комплектации. И это не самая богатая комплектация. В Украине и в Китае есть комплектация, как она называется там, Hunter, что ли, или охотничья какая-то. Вот именно тот, что в Украине Haval. Впереди обвесы все черное. Блокировка заднего дифференциала стоит. Еще какие-то плюшки. То есть авто более интересней. И оно у нас продавалось за 26 тысяч долларов. 26, но не 80. Я вообще, Так и в чем дело? Что происходит, я не понимаю. Это какая-то спецоперация, что ли, по автомобильному рынку. Я вообще не... Импортозамещение. Что происходит? Напишите, вы же там находитесь, кто там находится. 80 тысяч долларов автомобиль китайский стоит. По цене Туарега, по цене Ауди хорошей. Что у вас, уже пришло то время, когда китайцы стали дороже, чем Мерседес? Получается так? Очень быстро это время пришло. Все прогнозировали, что вот когда-то придет время, когда китайцы станут дорогими. Вот сейчас они завоевывают рынок ценой, своей ценой дешевой завоевывают рынок, а потом они станут очень дорого. Это получается, время это пришло уже к вам, получается так. И еще один вопрос: а почему же он в Китае 20 тысяч долларов стоит? Почему он в Украине 26 тысяч долларов стоил? Это без растаможки. Понятно, сейчас добавится процент на таможню, налог, и будет он 30 с чем-то. Но не 80. Или это в русских долларах 80. Или это доллар так упал, что он 80 стоит, скажите мне. Или этот рубль так укрепился, что цена автомобиля китайского стала стоить 80 тысяч, но в долларах. Так кто его будет покупать? Реально, 80 штук баксов. 50 и то много. Красная цена ему вот, 30-ка. Это красная цена и то. Да, можно там уже придираться. Придираться к тому, придираться к другому. Но опять же, зная, что он 20 в Китае стоит, уже отталкиваться начинаешь от этого, что за 20, за 25, за 30, грубо говоря. Это классное авто. Вот эти все придирки, там где-то что-то, где-то недомазано, где-то что-то это. За такую стоимость, авто бомбическое вообще, со всеми этими функциями, что работают они, уже проверено, давно работают, как он едет, полный привод, блокировки. Авто классное вообще для молодежи, для путешественников, для повседневной жизни. Авто классное.
Но не за 80 штук баксов. Так и завод же вроде бы китайцы построили именно для этого. Локализация в стране всегда говорит о том, что стоимость авто будет дешевле. То есть строят завод на месте, все, собирается авто на месте, и оно дешевле получается, чем его привезти из другой страны, завезти сюда, в сборе уже целиком. А что такое? А для кого ж китайцы завод строили? А нафига? Чтобы делать там авто, его никто не смог купить внутри страны? Куча вопросов, и есть ли на них ответы? Если есть ответы, пишите в комментариях обязательно. Реально мне интересно знать. Только адекватно как-то пишите, не надо там писать, что вас освободили там уже, и поэтому такие цены, и вы свободны, и будете развивать сами Москвич, будете теперь вместо шильдика Рено прикручивать. Вот тебе и все. Как по мне, ответ один: изоляция от всего мира. Вот когда-то все жили вместе и экономики были связаны, и потом сказать: пошли вы все нахрен, я буду сам, заложил, я буду сам, все, нахрен пошел, и ты нахрен пошел, и ты нахрен пошел. Ну вот я думаю, оно как бы ни к чему хорошему не приводит. Скорее всего, это последствия. Я не эксперт там какой-то великий, но тут не надо, мне кажется, быть экспертом, увидев вот это. Вот это увидев. Смысл этого автомобиля за такие бабки. Смысл его показывать, смысл его рекламировать. Народный автомобиль за 80 тысяч долларов китайский. Так резко сделать людям такую цену, чтобы люди охренели, или что это? 3,84 миллиона рублей. Напишите в комментариях, какое авто можно купить за эти деньги. Новое. Напишите, какое можно у вас купить, если сейчас можно что-то новое купить, потому что я смотрю, реально уже, с автомобилями я, как бы связан, посматриваю видеообзоры, там, смотрю, что на новые автомобили практически уже нету обзоров российских блогеров. Что вообще можно купить за 4 миллиона на бэушном рынке? Крузак можно купить 200-й? Понятно, что тяжело найти хороший. Что можно купить? Напишите. Потому что я не ориентируюсь в этих ценах. Но когда я услышал от человека сумму в долларах я ориентируюсь. Потому что это мировая валюта. Как 80 тысяч долларов? Или это ваш доллар будущего? Может, вы уже страна в будущем, там, где доллар обесценился настолько? Или же это переборщили с рублем, как говорил один из политиков? Главное, чтобы мы не переборщили. Китайцы так цену ж не задирают. Сами китайцы так не ценят свое авто. Вот не ценят они так его. У них он около 20 тысяч долларов стоит. То есть они не офигели, как кто-то там пишет. Ищут причину именно не в себе, а вот вокруг причину следствия. Последствий. Вот вокруг. Китайцы охренели, там Украина охренела, те охренели, те офигели, те опупели, мягко говоря. А получается, что ж? Кто виноват в этом всем? А как заводу теперь, я вот не знаю. Что будет с заводом? Авто ж должны продаваться. Вот китайцы построили завод, чтобы авто продавалось на рынке. Так как Хавал F7 продавался, например, в свое время. Теперь вот новое авто, и оно реально должно стоить не намного дороже F7. Или же практически в ту стоимость. Просто это новая модель. Это не говорит о том, что оно должно стоить в 10 раз дороже. Примерно те же самые характеристики, плюшки какие-то добавлены, современные функции добавлены, современный дизайн. Все, китайцы не завышают цену. Чуть-чуть дороже и все. Кто ж тогда вам такую цену прилепил к этому автомобилю? И не авто виновато, если ищут причину вот. Авто не такое, авто не такое, та за такую стоимость, авто не такое. Так это не его стоимость. Перепутали, скорее всего, стоимость. Может, это ошибка.
Может, это Toyota должны были оценить в 80, а прилепили эту стоимость Хавалу. Короче, напишите в комментариях. Реально интересно. И реально интересно, как он будет продаваться. И вообще, будут ли его выпускать дальше за такую стоимость. И что будет вообще происходить на автомобильном рынке. Именно меня интересуют китайские автомобили. Меня не интересуют там европейские, там все понятно. А вот именно с китайцами, что будет происходить. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Обзоры по Хавалу, по моему H6 третьего поколения смотрите. Всем удачи, до следующих видео.